Я практически не чувствую тяги воздуха из штольни, что может свидетельствовать о проблемах с воздухом. Обратите внимание, следы животных. В любой момент вот эти несколько блоков вполне могут обвалиться. Видите, как пузыри поднимаются? Вот это вот может быть болотный газ. Очень живописное место. Даже не представляю, насколько далеко идет эта штольня. Не самое приятное место, когда вот такая порода нависает над головой. Сегодня у меня день фейлов. Дорога идет через маленькие колоритные сербские деревушки. Немногочисленные жители с интересом оглядываются, когда я проезжаю мимо, поскольку чужаки в эти края заглядывают крайне редко. А оказался я здесь, вдали от какой-либо цивилизации, в затерянной среди сербских гор местности, чтобы найти входы в штольни давно забытого рудника. И, добравшись до места, обнаружил, что приключения начинаются еще на подступах к самому руднику. Единственная дорога к штольне, ко входу в штольник, к порталу, она сейчас полностью затоплена. Так что сейчас буду пробовать или в сапогах, или вообще в забродах проходить этот участок. Там, где раньше была подъездная дорога к порталу штольни, сейчас под ногами ощущался вязкий ил. Пройдя только треть пути, в определенный момент я не смог нащупать дно. Непонятно было, какая глубина у этого затопленного участка. Я решил не рисковать и оставить попытки добраться до входа в эту штольню. Тем более, что я знал о том, что поблизости есть еще несколько выработок этого же рудника. Но с ними проблема заключалась в другом. Их местоположение я знал лишь приблизительно, и мне еще предстояло найти их уже непосредственно на местности. У второго рудника меня встречает система старых колодцев, где явно сейчас течет вода. Колодцы, вероятно, достаточно старые, судя вот по этим ручкам на бетонных крышках. Для понимания масштаба, вот какой здесь шлакоотвал образовался. Пустой породы, которую вывезли из этой штольни. И среди таких шлакоотвалов теперь надо найти, где же здесь был вход в рудник, где здесь портал штольни. Здесь на портале выбита даже дата открытия этой штольни 1 апреля 1958 года. И вот там видна, вдаль уходит узкоколейка. И по этой узкоколейке откатывали пустую породу и руду. Вот она идет поперек дороги автомобильной и идет как раз туда, вниз, куда сбрасывали пустую породу. Итак, после нескольких нехитрых манипуляций я уже внутри штольни. Сразу хочу заметить одну деталь, которая мне очень не нравится. Я практически не чувствую тяги воздуха из штольни, что может свидетельствовать о плохой проветриваемости ее и, возможно, проблемах с воздухом. И еще изнутри не так, да даже не то, что не так, а практически не тянет холодным воздухом, как обычно бывает при входе под землю. Ну и вот мы здесь видим узкоколеечку, которая проложена в этой штольне. И пройдя буквально небольшой участок, обделанный бетоном при входе, мы уже оказываемся в достаточно просторной штольне. Она здесь не сильно затоплена, но немножко воды есть. Ого, а впереди очень красивый участок начинается. Буквально несколько десятков метров, и уже появляются интересности. Кстати, обратите внимание, не знаю, насколько вам сейчас это будет видно, следы животных какие-то небольшие. Сначала хотел сказать лисица, но мне кажется, у лисицы крупнее лапы.
Вот начинается следующий участок, где штольня обделана белым камнем. Посмотрите, как красиво смотрится. И еще из интересностей, между колеи узкоколейки здесь уже настелен деревянный настил для удобства рабочих. Смотрите, какие красивые своды предшествуют этому обделанному белым камнем участку. Мне приходится сейчас идти пригнувшись. Ну и чем дальше я углубляюсь в систему, тем выше влажность. Здесь были какие-то деревянные крепи, возможно, для электрической проводки. Скорее всего, да. А вот валяется рукав, похоже, для водоотведения. И чья-то каска. Ну вот, закончился небольшой участок без обделки. И снова начинается такая же белокаменная обделка. А перед ней мы видим крепи. А вот смотрите, прямо один камень уже на грани того, чтобы вывалиться из потолка, из этой обделки. Под ногами приличное месиво, все это хорошо скользит. А вот участок с деревянными крепями. И смотрите, здесь не обрушившиеся крепи, а некоторые крепи, которые попилены меньшего размера. То есть, как здесь, собственно, ставили эти крепи, и оставшиеся части бруса его оставили здесь. Неиспользованные части бруса его оставили здесь. Очень красивая штольня. И недаром здесь собраны эти крепи. Вообще обделка правильной формы. А вот здесь прямо завалилась часть обделки. И, видимо, как раз собрали крепи для того, чтобы предотвратить ее дальнейшее обрушение. Посмотрите, вот здесь местами уже потолок просел, на него давит сверху порода. И уже, соответственно, обделка проседает. Ну и, в принципе, в любой момент вот эти несколько блоков обделки вполне могут обвалиться. Штольня абсолютная тишина. И она уходит на многие метры вперед. Часто после моих шагов, когда доски возвращаются на место, слышно, как поднимаются пузыри воздуха из-под них. Видите, как пузыри поднимаются? Вот это вот, скорее всего, может быть болотный газ. Но здесь пока достаточно свежий воздух. И вот мы дошли до развилки. Очень живописное место. Но, к сожалению, штрек, который уходил вправо, сейчас полностью завален. И посмотрите, какая бурая глина. Туда мы точно не пройдем. Мне кажется, что и здесь нас тоже ждет тупик. Да, очень красивая штолинка, но, к сожалению, достаточно непродолжительная. И тоже посмотрите, какая интересная здесь обделка. Смотрите, рельсы уходят вглубь за завал. То есть явно за этим завалом дальше штольня продолжалась, но, к сожалению, сейчас его преодолеть уже не представляется возможным.
возвращаюсь обратно, сделав немного фотографий в этой штольне. И сейчас нас ждет еще одна штольня этого же рудника, расположенная немножко выше горизонта. На улице еще даже не стемнело, что радует, потому что пока я сегодня сюда добрался, с учетом фейла с первым рудником, то я думал, что сейчас я буду выходить, уже будет прилично темнеть. Ну что же, все прошло окей, все прошло хорошо. Жалко только, что штольнка оказалась не слишком большая, но сейчас мы отправляемся к соседней штольне этого же рудника. Вот они, шлакоотвалы и какое-то помещение для рабочих этого рудника. Сейчас уже абсолютно пустой и еще и поросшее зеленью. История добычи полезных ископаемых в окрестностях этого места началась еще с XIX века. В 1877 году здесь был открыт рудник, где добывали сурьму и олово. И выработки, в поисках которых я приехал в эти богом забытые места, относятся к рудным залежам, открытым еще 1,5 века назад. Но, несмотря на столь древнюю историю рудерства, этот рудник постигла обычная для многих предприятий бывшей Югославии судьба. Оно было приватизировано в 2006 году, а уже в феврале 2015 года объявлено банкротом. После чего рудник уже как минимум дважды сменил собственника, но добыча так и не была возобновлена. А вот и вторая штольня. Во всяком случае, здесь не надо решать квест по проникновению внутрь. Здесь не стали морочить голову, когда эту штольню оставляли всякими решетками. Ну что ж, давайте отправимся внутрь. Она еще и сухая. И вся обвальная. Сегодня у меня день фейлов. Вот, зато можете посмотреть на мышек. Сегодня у меня день фейлов. Увы, да. Причем здесь, в этой штольне, как минимум раз, два штрека, 3 штрека даже. И все они, к сожалению, обвалились. Увы, вторая штольня оказалась полностью заваленной. Но я не отчаялся и отправился на поиски третьей штольни. Да, здесь прямо при входе мы видим бревна, напиленные под крепи, трубу водоотлива и еще одну дверь, уже такую добрую, металлическую. Здесь тоже узкоколейка сохранилась, причем сам рудничок сухой. Ну что же, давайте потихоньку продвигаться вглубь. Вот здесь, смотрите, наверное, была обвальная зона, руду, породу, точнее, вывезли и приготовили крепи. Ну а рудничок простирается туда дальше, вглубь, и будем надеяться, что здесь сегодня удастся гулять. Рельсы уже, естественно, все проржавели, а нас ждет неизвестность. Даже не представляю, насколько далеко идет эта штольня и что мы там сможем найти. Вот здесь уже идут какие-то пометки, сделанные шахтерами. Цифра 4, возможно, это пикет. В принципе, по пройденному расстоянию очень похоже на правду. Здесь была еще какая-то выработка, которая сейчас завалена грунтом. Да, это, скорее всего, пикеты. 5-й пикет. Ну и, естественно, по мере продвижения вглубь растет влажность. Ну, вот еще какая-то выработка. Кстати, это очень похоже на рудоспуск. А нет. Нет, это просто камера, где, скорее всего, выбрали породу. Вот там впереди снова нас ждут деревянные крепи.
Здесь немножечко они порушились. И направо уходит какая-то выработка, скорее всего тупиковая, поэтому давайте ее сразу посмотрим. Там какая-то выработка была сейчас заделанная, то есть там пустота. Вау! Не самое приятное ощущение. Ну и плесень. Да, там тоже тупиковая выработка. Я, пожалуй, не буду проверять на прочность эти доски. Не знаю, что они закрывают, какая там глубина, но провалиться туда не хотелось бы. Ага, вот тут небольшой завальчик, и дальше штольня продолжается. Попробую сейчас его преодолеть. Да, не самое приятное место, когда вот такая порода нависает над головой. Это я уже смотрю в другую сторону. Я уже преодолел этот завал. Давайте отправимся дальше. Живописные повороты. Тут слышно, как капает вода. Вот именно этот участок. Достаточно сырой грунт. И воды протекают, грунтовые воды протекают в саму эту штольню. Вообще до этого штольненка была абсолютно тихая, то есть иногда можно слышать какие-то звуки, напоминающие даже движение породы. Иногда можно слышать, как течет, капает вода, но здесь, в этой штольне, очень тихо. Вот еще какая-то выработка, отходящая в сторону от основной штольни. И тут, к сожалению, все завалено. Тут вот смотрите, где я свечу фонарем, остатки крепей. А тут вот можно видеть шпуры. Вот конкретно здесь, причем очень глубокий шпур. Значит, проходили все-таки, надо полагать, эту штольню буровзрывным способом. Мы видим, осталась каска, скорее всего, инженера. Еще один пикет. Ну и давайте прогуляемся вглубь. Везде по правой стороне штольни от входа идут трубы водоотлива. Там впереди очередной завал. И вот еще одна небольшая выработка, тоже обрушенная. Смотрите, какая форма подземной жизни. Такого оранжево-красного цвета. Ну, а мы продолжаем наш путь. Ох, как тут все хорошо обвалилось. Ого! Вот туда вглубь еще уходит штольня, но явно недалеко, там тоже все завалено. Сейчас я буду пытаться понять, можно ли пройти дальше. Нет, там, к сожалению, завал без вариантов. Так что буду сейчас потихоньку возвращаться и фотографировать всю эту подземную красоту. Кстати, друзья, если вы еще не смотрели ролик о том, как я нашел штольню с массой погибших животных и как я там пытался ее пройти практически по края заброд в воде, то переходите сейчас по ссылочке, которая появится. А я с вами прощаюсь, до скорых встреч и всего вам самого наилучшего.